360 лет назад в устье Темзы взорвался огромный британский корабль «Лондон». Трагедия унесла более 300 жизней, включая моряков и их близких. Никто точно не знает, что привело к такому финалу, но ученые, наконец, приближаются к истине. Водолазы случайно нашли хорошо сохранившуюся бронзовую пушку с корабля. Эта пушка, которая веками была погребена в иле и глине, может помочь найти все ответы. Археологи подчеркивают, что находка открывает редкую возможность увидеть оружие эпохи непосредственно в корпусе судна, а не только на реконструкциях. Разнообразные тесты на металле и остатках древесины помогают восстанавливать точный профиль траекта взрыва и распределение удачных попаданий по днищу. Эксперты считают, что пушечная сборка сохраняла связь между нижними палубами и внешними орудийными портиками. Весь комплекс выводов подталкивает к пересмотру пьесы событий того злополучного дня и к новым гипотезам о причинах крушения. «Лондон» был служебным кораблем, построенным для военно-морского флота английского содружества. Он отправился в свое первое путешествие в июне 1656 года. Корабль сыграл огромную роль в истории Великобритании, поскольку входил в состав конвоя, отправившегося в Нидерланды в 1660 году, чтобы забрать Карла II и восстановить его на троне. 5 лет спустя, в марте 1665 года, он отправился из Чатема в Хоуп. Позже экипаж столкнулся с необходимостью подготовки к новым операциям в непростых условиях, и судно часто служило форпостом для долгих маршрутов и длительных морских миссий. В ходе своих рейсов Лондон сталкивался с суровыми погодными условиями и сложными тактическими задачами, которые требовали высокой дисциплины от команды и четкой координации между флагманом и береговой службой. Впоследствии кораблик стал символом эпохи, когда Англия расширяла свои дальневосточные и европейские контакты, а также роль Королевского флота в защите торговых путей и морской безопасности. Оттуда адмирал сэр Джон Лоусон должен был вывести его в море, но корабль не успел дойти до Буя-Ноуэр, как на нем внезапно взорвался порох. Около 25 человек, находившихся в круглой рубке и карете, выжили, но более 300 утонули. Корабль разломился на 2 части. Генри Беннет, граф Арлингтон, распространял слухи о том, что все произошло из-за дешевого и некачественного пороха, который был на корабле. Впоследствии слухи породили долгий спор между архивами и современными исследователями. Одни считали, что причин могло быть несколько, включая неудачный баланс между порохом, огнем и стенками трюмов. Другие же предполагали скрытые трещины корпуса, вызванные нашими условиями времени. Важным фактором стало то, что пороховые принадлежности в те годы часто хранились в нестабильных условиях температуры и влажности, что могло усилить риск воспламенения. Расследование привело к целой череде судебных и административных заявлений, которые продолжались годами и повлияли на будущие практики хранения пороха на британских кораблях. Когда эксперты того времени осмотрели затонувший корабль, они пришли к выводу, что пушки еще можно спасти, но сам корабль был полностью потерян. Позднее, когда в 1679 году кто-то нашел некоторые из них, разразился скандал, когда их пытались использовать для погашения совершенно не связанного с ними долга. В 2005 году аквалангисты снова обнаружили Лондон. Чтобы защитить его, портовые власти даже вынуждены были изменить судоходный фарватер, а команда археологов приступила к его исследованию. Эти шаги позволили приблизиться к реконструкции маршрутов торговых перевозок того времени и прояснили стратегические решения британских властей в отношении подводной археологии и сохранения корабельных останков. Работы на месте также дали понимание того, как современные технологии могут расширять знания о давно забытых судах и как правильно интегрировать полученные данные в музейные и образовательные программы. Этот затонувший корабль
Большая удача, потому что он дает нам реальное представление об истории английского военно-морского флота. Видимость в устье Темзы может быть ужасной. Иногда вы не видите даже на полметра перед собой. Работать на объекте очень сложно еще и потому, что он находится в экстремальных условиях приливов и отливов, а рядом проходит оживленная судоходная трасса, по которой постоянно проплывают огромные грузовые корабли. В сочетании с сильными течениями работы требуют особой осторожности, сосредоточенности и слаженной команды дайверов. Археологи используют современные методы картирования подводного ландшафта, чтобы точно понять местоположение каждого фрагмента и сохранить их целостность. Эти условия делают исследование одновременно и опасным, и вдохновляющим, превращая место в одну из самых захватывающих точек изучения истории Британского моря в мире. Поэтому, когда внезапно появилась пушка, застрявшая глубоко в глине, это означало, что условия должны были быть абсолютно идеальными. Эксперты полагают, что эта находка относится к эпохе Содружества, отлита между 1656 и 1757 годами. Она среднего размера около 2,5 метров в длину. Это была часть набора, изготовленного специально для Лондона и размещенного на нижней палубе корабля. Наличие подобных предметов позволяет исследователям проследить, какие технологии и источники бронзы использовались на британских кораблях того времени, и как они варьировались по регионам и мастерским традициям. Дополнительные анализы клейма и типа стволов дают представление о торговом обмене между различными странами и континентами, который поддерживал военно-морскую мощь Англии в период войны и политических изменений. Каждый артиллерийский снаряд на Лондоне был единственным в своем роде, потому что все пушки были изготовлены в разных странах и в разные периоды военно-морской истории. Большие пушки были большой редкостью, а их производство было безумно дорогим, поскольку для них требовались тонны бронзы или железа, а отливать их приходилось по отдельности. Поэтому флот часто брал пушки с захваченных кораблей соперников, старых затонувших кораблей или списанных судов. Новая находка — одна из подсказок, которые в конечном итоге могут помочь ученым разгадать загадку лондонской трагедии. В дальнейшем анализе предполагается сопоставить технологические особенности пушек с архивами морских регалий и портовых записей, чтобы восстановить цепочку покупок и поставок, которые сделали Лондон одним из самых оснащенных кораблей своего времени. Это может привести к переоценке роли подобных орудий в судьбе британского флота и в конкретном эпизоде его истории. На данный момент они также нашли кожаную обувь, куски инструментов, деревянные инструменты, веревку и компас. Все эти артефакты для них как кусочки головоломки. У них пока недостаточно доказательств, чтобы быть уверенными, но похоже, что и трубка, и свечи могли быть источниками пламени, которое привело к более масштабному взрыву. Несколько рабочих сделали еще одну удивительную находку в затопленном карьере в соседней юго-восточной Англии, примерно в 96 километрах к юго-востоку от Лондона. Эти находки поднимают вопросы о логистике и маршрутах снабжения на британских кораблях периода Содружества и о том, как подобные предметы могли оказаться на дне Темзы так рано. В дальнейшем исследования позволят сопоставлять эти артефакты с записями торговых компаний того времени и документами полицейских и таможенных архивов, что расширит наше понимание повседневной жизни экипажа и условий плавания. Они наткнулись на останки редкого корабля Елизаветинской эпохи в сотнях ярдов от ближайшей береговой линии. Находка корабля конца 1500-х годов — большая удача, потому что сохранилось очень мало судов того времени. Их изучение может помочь ученым ответить на некоторые важные вопросы, касающиеся той эпохи в истории, когда Англия становилась одним из главных игроков в европейской торговле. Археологи предполагают, что дополнительные исследования помогут установить торговые маршруты, союзнические связи и экономическую стратегию страны в эпоху, когда морские дороги определяли политическую карту Европы
и колониальных амбиций. Оценка дерева и конструктивных особенностей корпуса позволит точнее датировать судно и определить региональные стили судостроения, что усилит наш культурный контекст исследования. Сегодня каменоломня находится на расстоянии около 300 метров от моря, но в 1500-х годах это была часть береговой линии. Археологи считают, что корабль либо потерпел крушение на скалистом мысу, либо кто-то бросил его там, когда он был слишком поврежден, чтобы плыть дальше. Ученые еще не идентифицировали его, но изучили более 100 фрагментов деревянного корпуса, исследовали кольца деревьев и выяснили, что он был построен из английского дуба, срубленного между 1558 и 1580 годами. Эти данные дают ценную информацию об источниках древесины и экономике производства кораблей эпохи. Дерево долговечности и характер годовых колец помогают выстроить точный хронологический порядок сборки и использования материалов в судовладении. Дополнительные радужные результаты появились благодаря геохимическим тестам, которые позволяют сопоставить происхождение дуба с конкретными лесами и регионами, что добавляет новые слои к нашей истории освоения морей. В то время Северная Европа переходила от старого метода клинкер, когда доски накладывались друг на друга, как рыбья чешуя, к средиземноморскому стилю карвал, при котором доски гладкие и прилегают друг к другу, прибитые к внутреннему каркасу. Старая древесина обычно довольно быстро гниет под воздействием воздуха или воды. Но если она погребена под толстым, лишенным кислорода слоем грязи или ила, то может сохраниться на протяжении веков. Эти процессы сохраняют историю кораблей даже после столетий погружения и помогают ученым реконструировать технологические переходы в судостроении. Современные методы изучения старых деревянных конструкций включают анализ микрофибр, химический состав смол и краски, что позволяет увидеть, какие мастера и какие техники использовались на конкретном судне и в какие периоды произошел переход между стилями строительства. Именно это и произошло в данном случае. Команда использует лазерное сканирование и цифровую фотографию, чтобы задокументировать все, что связано с этим затонувшим кораблем. После завершения исследований ученые планируют заново засыпать древесину под илом в карьерном озере, чтобы корабль мог оставаться там в безопасности еще много веков. Команда археологов в Норвегии обнаружила корабль в еще более неожиданном месте — на равнине. Эти инновационные подходы позволяют сохранить фрагменты в условиях, где обычная экспедиционная работа была бы невозможна, и открывают дорогу к пониманию того, как древние суда могли быть похоронены под слоями осадка и ветровой эрозии. Параллельно исследователи следят за состоянием грунтовых вод и подводной гидрологии, чтобы не повредить находку и сохранить ее для будущих поколений ученых и посетителей музеев. Неподалеку находится холм под названием Джел-Маунт. На самом деле это огромный погребальный памятник, который построили сами викинги. Фермер, которому принадлежит поле, хотел выкопать дренажные канавы, но сначала ему понадобились специалисты, чтобы проверить, нет ли под землей чего-нибудь важного. Археологи использовали георадар высокого разрешения, прикрепленный к похожей на трактор машине. Это исследование оказалось прорывом, потому что радиолокационная съемка позволила распознать не только курганы, но и скрытые артефакты под ними, не прибегая к разрушительным раскопкам. Викинги оставляли после себя сложные культурные слои, и каждый новый слой добавляет ключ к пониманию своеобразия их общества, торговли и военной организации. Просканировав поле, они обнаружили, что оно было усеяно курганами, по меньшей мере 8 новыми, которые никто раньше не находил. А под одним из курганов радар уловил очертания корабля. Во времена викингов корабли были очень ценными, поэтому хоронили на них только очень важных людей. Ученые нашли всего 3 захоронения кораблей во всей Норвегии, и это первое новое за последние годы. Этот факт добавляет новые сведения в карту погребальных практик того времени,
а также подчеркивает долгую традицию сложной погребения наследства, связанной с почитанием корабля как символа могущества и статуса. Команда считает, что этот корабль относится к временам викингов, вероятно, между 500 и 1000 годами нашей эры. Из-за того, что курган над ним со временем уплотнился, корабль теперь находится всего в полуметре под землей, что очень близко к поверхности. Его длина составляет около 20 метров, и радар показал, что киль и настил все еще сохранились. Археологи планируют использовать бесконтактные инструменты, чтобы случайно ничего не повредить. Эти данные обещают ясное представление о том, как строились корабли в эпоху викингов и какие материалы применялись при их возведении, что поможет проследить эволюцию судостроения в регионе. Если это понадобится, они начнут раскопки. Далеко от Норвегии, в пустыне Намиб, шахтер, искавший драгоценные камни, случайно нашел легендарный затонувший корабль, которому почти 500 лет. Рабочие вызвали археологов для проверки. И те решили, что это должно быть останки португальского торгового судна «Бом Жезош», которое таинственно исчезло в 1500-х годах. Корабль «Бом Жезош» вышел из Лиссабона с сокровищами, направляясь в Индию. На этом месте встречается необычный контраст между засушливостью и величием морского прошлого, и открытие подчеркивает, что даже в самых удаленных уголках континента можно наткнуться на шедевры эпохи. Но где-то на южной оконечности Африки жестокий шторм сбил его с курса и ударил о берега Намибии. Корабль разбился о скалы, разломился на части и скрылся под волнами. Когда археологи исследовали затонувшие судна, они обнаружили части корабля, разбросанные по берегу и погребенные под толстым слоем песка, что, собственно, и спасло останки от гниения. Они даже обнаружили сокровища, более 40 тонн груза, который высыпался из сундука капитана под водой, когда корпус корабля проломился. В этой части истории подмечаются и невероятные леденящие факты. Груз мог содержать как редкие предметы, так и обычные товары того времени, что позволило реконструировать торговые маршруты и экономическую карту эпохи. Исследования помогают понять, как погодные условия влияли на сохранность материалов и как океанская биология взаимодействовала с металлами и древесиной под водой. Там были пушки, мечи, ткани, инструменты, которые моряки использовали для навигации по звездам. И самое впечатляющее — 1845 медных слитков, цельных кусков металла общим весом 16-17 тонн. Ученые даже смогли прочитать на них старые торговые знаки, свидетельствующие о том, что они были изготовлены богатой немецкой торговой компанией. Эти находки усиливают понимание того, как был устроен глобальный торговый мир того времени, и как корабли служили не только военным целям, но и транспортировали ценности и ремесленные металлы. Дополнительно анализы показывают возможные маршруты поставок и связи между портами, что позволяет реконструировать экономические сети региона и их влияние на развитие европейской торговли. А затем обнаружилась настоящая находка — более 2000 золотых и серебряных монет со всего мира — из Португалии, Венеции, Франции и мавританских государств, плюс 105 гигантских бивней весом около 2 тонн. Скорее всего, бивни предназначались для превращения в предметы роскоши, такие как украшения и тонкая резьба. Позднее анализ ДНК показал, что слоновая кость принадлежала западноафриканским лесным и саванным слонам. Эти артефакты открывают новые горизонты в понимании того, каковы были источники сырья, торговые сети и транспортные пути между континентами. Исследователи работают над точным датированием слитков и монет, чтобы установить, когда и каким образом сокровища попали на борт и как они распаковались в момент гибели судна. Костей, однако, не нашли, а это значит, что экипажу либо удалось спастись, либо он навсегда потерялся в море.
Остатки человека не зарегистрированы, что сохраняет загадку в статусе открытого вопроса и подталкивает археологов к новым экспедициям и моделям аварийного выживания на море. В то же время обнаружение живых следов экипажа могло бы пролить свет на те аспекты жизни моряков, которые остаются за скобками архивных документов. Поскольку сокровища и данные монет свидетельствуют о широком разбросе культурных влияний, ученые предполагают, что экипаж мог символически представлять собой слияние разных культур и национальностей, вплетенных в одну морскую экспедицию. Эта загадка продолжает стимулировать междисциплинарные исследования и обещает новые находки в будущих экспедициях.